Друзья, всем привет! Сегодня отличный весенний денек, и я решил самоизолироваться к реке, половить щуку. Недавно я выходил к реке без камеры, и у меня это хорошо получалось. Щука активно отзывалась, работала активная резина, виброхвосты, твистера. Сегодня я уже с камерой и попытаюсь что-нибудь поймать. Расскажу вам сегодня о проводках, которые я использую на щуку, о моих любимых приманках. И, конечно же, я думаю, мы увидим поклевки щуки. Всем приятного просмотра! Есть рыбка, небольшая щучка, клюнула на дотяжке со дна. Шнурок. Вот она уже показалась. Тикт после ремонта. Проверяю, пока его взяла жадно. Но не в шахту. Опа. Такая рыбка. Да тихо-тихо, выпущу я тебя. Такая щучка. Поставил юшат в лохе 3-дюймовый с офсетным крючком. Обязательно его застопорил кусочком трубочки ПВХ. В ролике у меня есть, как это делать. И поставил 5 грамм. Поводок флюорокарбоновый 0,55 Sunline. Попробуем сейчас в русле. Рыбка уже становится активная, щука. И вот на свалах тут русло узкое. Ближе к этому берегу подходит. На свале в русло обычно она держится. Сделать дотяжки, попробовать. Так как рыба стоит не только прижатая ко дну, а может стоять и выше. Большой куст поднимается над дном, и она стоит в этом кусту. А если приманка будет идти по дну, рыба ее просто не видит. А когда она пройдет у щуки над головой, она обязательно поднимется и клюнет. Уже проверено. Есть небольшая рыбка. Провел вдоль моста и сразу клюнула. Кто это, еще не знаю. Очень нежно. Скорее всего, щучка. Небольшая, да. Вот ее уже видно. Шнурочек. Вот какая малышка. Юшик сработал. Такая маленькая. Иди расти. Клюнула у меня. Что-то клюнула и ведет в куст. Что-то давит по над дном. Щука, походу, донная, неплохая. Ого. Ого. Хорош, хорош. Палка там еще, смотрю. Хорошая красоточка. Поморить ее немножко. Висит за самый краешек же. Опа. Опа-на. Вот это рыбка. Сработал юшат, друзья. За верхнюю губу пробил такого небольшого крокодильчика. Вот такой вот крокодильчик, друзья, соблазнился приманкой
фишап Юшат 3 дюйма. Клюнула щука под береговой бровкой, сразу у меня в ногах. Большой свал шел на 2 метра. И я уже хотел выматывать и немножко подыграл приманкой на дне. И такая легенькая поклевочка за верхнюю губу. Вот такая красотка. Есть рыбка. Да не, она небольшая. Щуренок. Была поклевка. И потом добила на втором забросе в ту же точку. Такая небольшая. Клюют маленькие шнурочки. И большие щуки, и маленькие. Все клюют на одну и ту же приманку. Юшат 3 дюйма. Фишаповский. Вот, в цвете лох. Через такие терновники, друзья, приходится пробираться, чтобы найти более-менее незапрессованные места. Ага, вон и река. Есть местечки тут. Хотелось бы сказать пару слов об удилище для ловли щуки. Я рыбачу на реке Северский Донец, и здесь много нависших деревьев. Для ловли щуки лучше использовать максимально длинное удилище. 2,70, скажем так. У меня вот удилище Тикстрам 90, 2,70 его длина. Но из-за того, что здесь на реке очень много веток, некомфортно ловить таким длинным удилищем. Потому как постоянно при забросе цепляешься кончиком за ветки. Поэтому я бы рекомендовал на реке Северский Донец использовать удилище длиной 2,50. Его будет достаточно для того, чтобы делать качественную проводку и комфортно ловить в местах, где много веток. Скажу пару слов о проводке, которую я использую при ловле щуки. Смотрите, друзья, река. Щука стоит в укрытии. Обычно она стоит либо под бровкой, либо стоит под каким-то кустом, в траве, под веткой. И если вы будете ловить обычной ступенькой по дну, вы будете собирать тину, и щука просто не заметит вашу приманку. Здесь лучше использовать проводку с дотяжкой. То есть вы опускаете приманку на дно и потом без подмота катушки как можно максимально тянете ее вот как бы наверх немножко, чтобы она была над щукой. Когда щука стоит в укрытии, она видит вашу приманку, которая находится на дне, и ей легче ее атаковать. А если приманка будет зарываться в ил и будет где-то под травой по кувшинке идти, рыба ее не заметит. Ну и также говорят, что вот эта проводка с дотяжкой, она бесшумная, и рыба на нее реагирует. Но здесь точно я не могу сказать. Мне больше кажется, что эта проводка, щука бывает держится и на дне, прижимается ко дну, и бывает пасет в толще малька. Она питается пелагически. И вот когда она стоит в толще, вот эта проводка очень хорошо работает. И не только в толще, когда она стоит в укрытии, когда она находится не на самом дне. Используйте такую проводку. Сейчас я вам покажу, как она выглядит сбоку. Я сделаю забросы, и вы увидите, как я делаю эту дотяжку. Подбор груза при ловле такой проводкой нужно максимально создать такой груз, чтобы он зависал в толще. То есть лучше для такой проводки использовать, конечно, джиг-головку, но она открытая и много на дне
травы. Я использую обычную шарнирную оснастку, ушастик и офсетный крючок. И всегда я приманку стопорю кусочком трубки ПВХ. Это я уже рассказывал в прошлых роликах, когда я ловил щуку на реке Северский Донец. Там вы можете посмотреть, как я это делаю. Но сейчас давайте посмотрим, как выглядит эта проводка с дотяжкой. Друзья, учитывайте тот факт, что проводка дотяжка поперек течения и против течения с одинаковым весом будет с разным зависанием. Если вы будете вести приманку против течения на таком же весе, она будет больше зависать. И в самой высокой фазе 12 часов удилища нужно делать небольшую паузу, чтобы приманка немного опустилась глубже. Вот, друзья, моя ходовая коробка, с которой я рыбачу на реке Северский Донец. В основном все приманки я оснащаю офсетным крючком. Все они одеты на офсетные крючки. Вот также вот такая вот джиг-головка легкая я еще использую в местах, где меньше травы. Теперь сказать хотел по фаворитам. Значит, самые ходовые, те, что у меня работают, вы можете даже в моем ролике увидеть, это Fish-Up U-Shot 3 дюйма в цвете лох. И вот будет больше, дальше летом уже будет также хорошо работать Fish-Up U-Shot 4 дюйма, также в цвете лох. Вот. Еще хорошо выстрелила вот такая приманка, такой вот виброхвост от фирмы Fish & Roy. Также в таком вот цвете лох он хорошо работает. Вот такие вот приманки. Это также Fish-Up U-Shot 3 дюйма в цвете машинное масло с черной точкой. Тоже хорошо работает. Ну что еще у меня здесь? Вот Bait Breeze TT Shot. Вот на открытом крючке. Из Bait Breeze еще хорошо работают твистера. Вот твистер бейтбризовский Карлеграб 2,8 дюймов. И рак Celery Mix бейтбризовский 3-дюймовый. Тоже неплохо отработал. Вот в принципе основные приманки, которыми я рыбачу. Также еще забыл, вот, знаете, я меньше покупаю из старых запасов. Кейтеч Fat виброхвост свинг и Кейтеч виброхвост Easy Shiner. Это 4-дюймовые, также неплохо работают по щуке на реке. Вот новинки от Fish-Up. Твистер Випо. Также на открытом крючке и на офсете. Офсетные крючки я использую фирмы Exciter. Это крючки, японские крючки хорошего качества. В пачке их немного, 5 и 7 штук. Но цена очень доступная, 25 гривен за пачку. Ссылочку оставлю, где приобрести в Харькове. Так, силикон Fish-Up покупал в Харькове, магазин Pike Master. Заказывал вот недавно 3 пачки юшадов 3-дюймовых в лохе. Поводки использую флюорокарбоновые. Либо N-Tech, либо Sunline. 0,55 диаметр. С одной стороны застежка у меня, с другой стороны просто плямбочку запаливаю и привязываю. Я уже, по-моему, вам это все рассказывал в прошлых роликах и показывал, как это делается. Да, грузики. Грузики я использую Днепро свинец. Вот мне нравится красный, черный цвет. Вот такой вот
Зеленый меньше у меня работает. Вот более красный, черный и зеленый. Вот 3 расцветки грузиков, сейчас покажу поближе, которые вот черный, красный и такой вот болотный. Вот такие вот грузики у меня хорошо работают. И Днепро свинец самая качественная проволока. Она такая вот толстая, не ржавеет и нет расстегиваний. Брал как-то дешевый, у меня был сход рыбы, и после этого перешел только на Днепро свинец. Вот, друзья, в принципе, я вам рассказал и показал свою коробку, с которой я рыбачу, и все свои основные расцветки и приманки ходовые, которые меня выручают на реке Северский Донец. Есть щучка. Есть зубастенькая. Небольшая, но клюнула. Еще и взяла в заглот. Вот она какая. Пробил ее четко. Не будем тебя мучить. И выпустим. Друзья, вот и подошла моя рыбалка к концу. Надеюсь, мои советы вам будут полезны. Сегодня была рыба, была мелкая, была достойная рыба. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!